Приветствуем вас на канале Двойняшки на отдыхе. Здесь вас ждет много позитива и интересной информации. Подпишитесь, чтобы не пропустить. Вас ждет интересное видео. Здесь я расскажу обо всех ресторанах а-ля карт в Барут-Кемер. Осторожнее, видео будет вкусным. Итак, давайте по порядку. Для посещения а-ля карт ресторана необходима предварительная запись. Сделать это можно в лобби. Здесь как раз таки происходит запись в рестораны. Вы можете посещать а-ля карт рестораны без ограничения. Единственное, нужно успеть записаться, поскольку желающих достаточно много. Сегодня мы отправляемся в ресторан «Шафран». Это турецкая кухня. Забегая вперед, скажу, здесь очень вкусно. Здесь все рестораны находятся в одном месте. Я одним глазком подсмотрела, у кого-то здесь сегодня праздник. Красиво накрыт стол. Когда вы сюда приезжаете, старайтесь все-таки сразу забронироваться хотя бы на 1-2 дня. Ну, чтобы гарантированно вы могли посетить хотя бы 1-2 а-ля карт ресторана. Устройте себе праздник. На столе нас уже ждали холодные закуски, но мы сразу заказали и салаты. Они не острые, просто свежие овощи в слегка кислой заправке. Из горячих блюд заказали ролл с телятиной, это тесто, обжаренное в масле, как рулетик, с сырно-мясной начинкой. На мой взгляд, несколько жирновато. Традиционный кебаб, это мясо на шпажке, есть вариант более острый. Мы взяли обычный, вкусно, ребенок остался доволен. Себе взяли голень ягненка, это очень вкусное, нежное мясо, которое тает во рту. И бараньи отбивные, это мое любимое блюдо. Правда, попадались жирноватые кусочки, но здесь уже как повезет, но в целом достаточно вкусно. Также очень рекомендую запеченный баклажан с сыром. Из десертов взяли тыкву, она подается с орехами, и пахлаву. А в завершении вечера в зал вышел шеф-повар, и гости его приветствовали. А ребят пригласили еще и на ручки. Здесь было вкусно и атмосферно. Второй ресторан, который мы посетили, итальянский, и он мне понравился больше всех. Давайте покажу. Сегодня мы идем в итальянский а-ля карт ресторан. Называется он «Олив». Да, я его правильно сказала. В общем, расскажем, что здесь подают. Каналы и осьминоги, и можно в них сыпать это, да? Мы сегодня в итальянском ресторане. Здесь заказы по меню. Меню достаточно разнообразное. Мы заказали 2 холодных закусок, карпаччо и маринованный лосось. Покажу, как он выглядит. Ребята взяли у нас суп из морепродуктов. Здесь идет рыбка, кальмар и что еще? Осьминожки, да? Но не всем попали осьминожки, ничего страшного. Вот, еще заказали мы 2 салатика. И на горячие блюда мы решили попробовать телячьи отбивные. И что? Стейк из баранины. Возле каждого блюда указано, что входит, собственно, в состав, и вдруг, если у вас на что-то аллергия, вы можете выбрать другое блюдо. Например, у наших детей аллергия на орехи, то есть мы сразу исключаем таким образом блюда, которые находятся для нас в зоне риска. Нам принесли закуски, и это нежнейшая карпаччо и лосось под кислым соусом. Здесь я не смогла выбрать, какое блюдо понравилось больше. А также салат с креветками, без всякого кляра. Он очень понравился и нам, и детям. Мои деревья, ну так они плывут стаей. Стаи плывут куда, в ротик? Нет.
горячее блюдо из креветок. А что ты так крутишь его быстро? Подожди, помедленнее. Вкусно? Пашка. Горячие блюда были восхитительны. Особенно понравились вырезка из говядины с огромной вешенкой и молодым картофелем. Вот и десерт. Мне они очень нравятся. Я бы хотела это, но он алкогольный. А вот это тоже мне не хочется. А вот этот, наверное, мне. Он думает, что он алкогольный. Нет, этот нет. Да знаете, он мне самый вкусный. Ты все страдаешь. Я хочу десерт. Что, пришло время пробовать десерты. Мы заказали все 4, которые были по меню. И вот тут у нас дилемма. Ребята теперь не могут выбрать, кому какой десерт, поскольку один идет с фруктами, которые у нас идут в запрещенном варианте из аллергии. Второй у нас идет с алкоголем. Вот такой десерт. Мне кажется, тирамису на самом деле. Так что мы сейчас все потестим и расскажу, какой был самый-самый вкусный. Его сниму отдельно. Вот этот десерт дети очень ждут, просят быстрее оттестировать. Этот похож на мороженое. Но здесь, собственно говоря, персик с мороженым. То есть все просто. Фрукты и мороженое. Здесь. Здесь похож на тирамису с очень нежным кремом. И этот попробуем сейчас. Панакота. Это прям фруктовая панакота. Кто знает, это такой нежный крем. Что-то между чизкейком и плюс еще вот эта вот нежнейшая фруктовая прослойка. Ну, короче, десерты классные. Берите любой, не прогадаете. А после ужина можно сходить на вечернюю анимацию. Вам обязательно предложат какой-нибудь вкусный авторский коктейль. Каждый вечер что-то новенькое. Мы в рыбном ресторане ужинали. Добрый вечер. И вот. Здесь рыба. Здесь рыба. Добрый вечер. Здесь сыр. А вот здесь какая-то непонятная. Там тоже непонятно. Тоже непонятно. Мы сегодня ужинаем в рыбном а-ля-карт ресторане. Здесь очень вкусные закуски. Мы заказали, конечно же, холодные и горячие блюда. В общем, ждем. Мужчины заказали себе суп с морепродуктами. Он им очень понравился. Из горячих закусок мы взяли морепродукты в кляре. Лосось с нежнейшим авокадо и корочкой хрустящего хлеба. Прекрасное сочетание. Я глазную рыбку божественную. Такую. Ой. И помидоры божественные. Детям я заказала шашлык из рыбы с рукколой. Данил взял себе морепродукты на пару. Посмотрите, какая подача. Что там у тебя принесли? Какое-то у тебя невероятное блюдо с ног сегодня. О, Там еще креветка есть по моему виду. На ассорти из морепродуктов.
Себе я заказала гратен с морепродуктами. Это запеченные морепродукты под сырной шапочкой. Мы сегодня пришли в рыбный ресторан. Вот поели мидиями и кальмарами, вот поели. Лакушечка вон осталась. Вот, дай лакушечку показать. Вот такая. Тут лежала одна мидия. Цветик остался. Ну, то есть мы сейчас заказали десерт. Вот десерт по-английски 4 фо. То есть мама с папой заказали какие-то себе непонятные. А тут Глеб солнышком ручку помахал. Мы заказали 4 десерта. Шоколадный трюфель, он понравился больше всех. Лимонный тарталет и фруктовый салат с мороженым. И, конечно же, чизкейк. Красивая подача всех десертов. Наискосок, значит, это мое. После ужина мы отправились на вечернюю анимацию. И здесь уже встречали новые коктейльчики. Последний ресторан а-ля карт, который мы посетили, был азиатский. Здесь поподробнее расскажу, что нам понравилось, а что не очень. Целое блюдо. В этом ресторане мы решили детям взять некоторые блюда из детского меню, поскольку кухня здесь острая. Пока мы ждали основное блюдо, нам принесли горячие закуски. Креветки в кляре, жареные пирожки с капустой, а еще были горячие жареные пельмешки. Ну, хочу вам сказать, что блюдо это очень калорийное. Детям предложили рисовые чипсы, но нашим мальчишкам они не очень понравились. Я заказала лапшу с морепродуктами, но, признаться честно, даже половину этой маленькой порции съесть не смогла, но очень острое блюдо. Очень острыми оказались и салаты. Съесть эту порцию мы не смогли. Жареный окунь в соусе. Уточка по-пекински. И баранина. Еще одна уточка, да? Не знаю почему, но именно в этом ресторане было самое медленное обслуживание. Здесь мы провели порядка 2,5 часов. Некоторые гости уходили и вовсе не дожидаясь десерта. Мы заказали вкусные десерты. Очень рекомендуем, если вы будете отдыхать в этом ресторане, попробовать жареное мороженое, вот такое вот с корочкой, и жареные ананасы. Здесь они подаются с клубничным вареньем, такое немножко приваренное. Хотела разрезать красиво корочку, да у меня нечем. Вау, смотрите, как вытекает. Вау, вау. Это очень вкусно. Мам, я уже в шоке. Сегодня мы ужинали в ресторане Азиана. Это такая кухня, похожа на китайскую, между тайской и китайской, но больше китайская. Мы брали утку по-пекински, баранину, окуня морского.
В принципе, ресторан неплохой, но на любителя. На мой взгляд, много блюд, которые имеют корочку во фритюре. Вот, например, даже утка по-пекински оказалась с такой жирноватой корочкой. Если вот, конечно, без нее, мне кажется, было бы больше изюминки. Десерт мы брали горячее мороженое, тоже бы хотелось корочку поменьше, не такую толстую. Ну, то есть какая-то кухня достаточно, наверное, может, жирноватая, на мой взгляд. Но в любом случае дети наши сыты, мы брали им суп из детского меню. То есть если вы боитесь идти с ребенком, потому что здесь все будет очень острое, не переживайте, здесь можно подобрать блюда, которые подойдут каждому ребенку. Вечера стали прохладнее и уже предлагается горячий глинтвейн.